Всем доброй ночи. Сейчас хочу показать вам ритуал оздоравливающий. Этот ритуал создан мной, это мой ритуал авторский. Вообще 80% ритуалов, которые я показываю, мои. Если даже за основу взяты более древние примеры, в любом случае созданы мной, поэтому я какие брала, где я говорю, а какие мои, это мои. Если вы знаете из истории, то древний врач Эскулап, Асклепий, на его примере и как бы создан образ Гиппократа. К нему обращались за исцелением люди, просили его, приносили ему дары. Он во сне приходил, снился и говорил, кому как оздоровиться, кому какое снадобье пить и из каких трав это изготовить. То есть это древняя сила, врачевание силы. Его дочери Гигея, от слова гигиена, если вы слышали, да, говорили, что колдунья Медея тоже одна из его подчиненных, одна из его жриц, хотя Медея больше к пантеону темных богов относится. Ну, за века легенды путались, если это, конечно, были легенды. Этот ритуал, конечно, лучше проводить, если вы хотите сразу результаты из 100%, проводить именно с человеком. Нужно взять стакан воды, в прозрачный именно стакан, проводить над головой человека, после этого воду нужно вылить на землю, и очень усиливается жизненная сила человека. Называется это древо жизни. Вот я взяла вторую алтарную статуэтку, это именно статуэтка, это для работы алтарной, дерево, древний дуб называется. Я вам уже говорила, что это все можно проводить и без каких-либо статуй божествам, и без каких-либо артефактов, но чем больше вы уделяете внимания, чем более творчески вы подходите к ритуалам и к работе, тем сильнее они выполняются, поскольку боги видят вашу волю, ваше желание и ваше стремление делать как можно красивее, лучше, и как бы ваш творческий подход оценивается ими. Поскольку я Лидии делаю кое-какие ритуалы, я не буду говорить какие. Сейчас я хочу усилить ее здоровье. Процентов на 60 оно сработает, поскольку это по фото. Она начнет ощущать сразу уже ночью какие-то перемены самочувствия, а после уже как бы усилится. Называется древо жизни. Еще раз предупреждаю тех людей, которые к магии не имеют отношения, которым внушили, что у них тысячи и миллион способностей, мои ритуалы не трогайте. Просто выйдет боком. И имейте в виду, это для профессионалов и не для начинающих, а очень сильных профессионалов. Если они захотят что-либо у меня взять и добавить свое, и переделать, и под себя это все провести, то у них сработает. Вам, конечно, не рекомендую. Итак, желательно, чтобы присутствовал красный цвет, черный цвет. Ну, черный вы видите. Я, конечно, любитель черных свечей и по мере возможности всегда провожу под черными свечами. Ну, это мое, никуда не денешься. Итак, ложим руку на фотографии и читаем. Пробудишь жизненный центр, корень древа вселенской силы. Пробудись. Начало. Распространи свои ветви, о древний вечный дуб, во все стороны, во все клетки, в каждую точку плоти, крови, костей, мозга, разума. Лидии, пусти свои корни и передай силу по всему телу и душе Лидии. Наполни силою, мощью,
Соедини тело, дух, разум и душу Лидии со вселенской мощью и могуществом. Питай, усиль, дай наполниться из источников жизни своей, о центр жизненной силы. Пробудись, распространи свои корни по телу, встрепенись, сила Вселенной. Дай источник мощи и силы, пробудись. Питай энергией, дай силу, усиль, соедини с источником вселенской энергии. Да будет так отныне и до веку. Оздоравливаю твое тело, душу, дух, разум и жизнь. Очищаю твою судьбу от болезней, дарю тебе здоровье. Именем древних и темных богов. Да будет так. Заклято. Честно говоря, читаю, у меня даже начались какие-то холодные течения по телу, потому что это очень сильная вещь. А что потом произойдет, она мне сама скажет. Это можете провести. Если человек сильно нуждается в оздоровлении, это можно сделать и ребенку, маленькому ребенку провести. Оздоровление, усиление его жизненной энергии. Начните водить пальцем по животу, поскольку живот считался вместилищем души. Вы уже слышали, да? Ради живота своего, во имя живота своего, или не пожалев живота своего, то есть души своей, жизни. Вот. И центр именно начинается оттуда. Считается, что в животе человека есть еще точка, еще мозг. Вот, не зря сказано. Значит, путь к сердцу мужчины через желудок лежит, то есть насыщается там мозг, и он уже в вас влюблен. Так вот, с живота начинает идти бурление вверх, вниз, сразу начинается тепло, начинаются кровотоки во все точки человеческого тела и многое другое. Вот это и есть ощущение оздоровления организма. Это оздоровление проходит недели 2. Если очень сильно болеющий человек или устал морально, физически, кстати, это можете для себя провести, просто несколько раз читая, почувствуйте по всему телу эту перемену, да, то и можете сделать это несколько дней подряд, желательно после заката. Всем удачи и всех благ.